Всем привет! Сегодня я покажу, как связать интересный узор крючком. Он очень похож на сеточку, но вяжется совсем не как сеточка. Имитирует двойную сетку. Состоит из столбиков с накидом и воздушных петель. И столбиков без накида. Вот посмотрите, тянется она гораздо меньше, чем обычная сетка. Вот, и использовать ее можно для вязания восик, сумок летних, туник. На пляже туничка из такой сетки будет, мне кажется, очень актуально смотреться. А также в ажурных вещах вы можете использовать этот узор для акцентных мест. Например, на кокетке где-то, либо в районе талии. Вот. Схемка выглядит таким образом. Единственное, здесь в схеме не была указана начальная цепочка, сколько петель нужно набирать. Вот, и поэтому вот в этих местах я буду вязать по 4 воздушные петли. Образец связанный из тонкой пряжи Семеновская Ирина. Это крючком номер 1,75. Вязать сегодня я буду из пряжи Yarnart Jeans зеленого цвета. И возьму крючок номер 2,5. Для начала набираю 21 воздушную петлю. И 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель подъема. Соответственно, в шестую петлю от начала я вяжу столбик с накидом 1. Вот таким образом я заменила столбик с накидом в начале ряда. Вот он, воздушными петлями. И плюс связала еще одну дополнительную воздушную петлю и вот этот столбик с накидом. Теперь я вяжу 5 воздушных петель. И отсчитываю 1, 2, 3, 4. В пятую петлю вяжу столбик с накидом и воздушную петлю и столбик с накидом опять. Первая группа столбиков готова. Опять набираю 5 воздушных петель. Отсчитываю 1, 2, 3, 4. В пятую вяжу столбик с накидом, воздушную петлю и столбик с накидом опять. 5 воздушных петель. Так, отсчитываем 1, 2, 3, 4. В пятую вяжу столбик с накидом, воздушную петлю, столбик с накидом, 5 воздушных петель. И в последнюю вяжу столбик с накидом, воздушную петлю и столбик с накидом. Первый ряд у меня готов. Так вот он выглядит. Второй ряд. Вначале набираем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель и вяжем столбик с накидом в первый столбик предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 5 и вяжу вот сюда прям столбик с накидом. Дальше нахожу третью воздушную петлю цепочки. Это примерно она будет посередине. И прямо вот в эту петельку внутрь петли провязываю столбик без накида. В данном случае вот в этом узоре не рекомендуется вязать этот столбик под цепочку из воздушных петель. То есть вот сюда про крючок под цепочку вводить не стоит, потому что узор будет смещаться в процессе его эксплуатации. То есть когда вы будете носить вещь, связанную таким узором, ячейки могут сдвигаться, это будет не очень красиво. Следующий, значит, этап: вяжем столбик с накидом под воздушную петлю, столбик с накидом, 5 воздушных петель
И опять под воздушную петлю вяжем столбик с накидом. Опять находим третью воздушную петлю цепочки, вот она примерно посередине, вяжем столбик без накида. Вот под эту петельку вяжу столбик с накидом, 5 воздушных петель, столбик с накидом. В третью петлю цепочки вяжу столбик без накида. Опять столбик с накидом, 5 воздушных петель, столбик с накидом. Нахожу третью воздушную петлю цепочки, в нее вяжу столбик без накида. В конце ряда, значит, я нахожу третью воздушную петлю наборной цепочки, вяжу в нее столбик с накидом, 2 воздушные петли и еще один столбик с накидом. Перехожу к вязанию третьего ряда. В третьем ряду делаю воздушную петлю и в столбик предыдущего ряда вяжу столбик без накида. Делаю накид и вот в этот столбик второго ряда, который мы вязали в третью воздушную петлю вот этой цепочки, я вяжу вот такую группу столбиков. Столбик с накидом, 5 воздушных петель, столбик с накидом. И дальше этот узор будет повторяться на протяжении всего образца. Опять нахожу третью воздушную петлю цепочки, в нее вяжу столбик без накида. Дальше нахожу столбик без накида в предыдущем ряду и в него вяжу столбик с накидом, 3, 4, 5 воздушных петель, столбик с накидом. Опять нахожу третью воздушную петлю цепочки, в нее вяжу столбик без накида. То есть весь узор, в принципе, состоит из того, что мы вяжем столбик без накида. Дальше находим столбик без накида предыдущего ряда и в него вяжем группу столбиков. Столбик с накидом, 5 воздушных петель, столбик с накидом. Такой треугольничек. Вот это наш повторяющийся узор, рисуночек, из которого состоит весь образец. Давайте еще раз свяжу столбик с накидом, 5 воздушных петель, столбик с накидом. Нахожу третью петлю цепочки, в нее вяжу столбик без накида. И опять столбик с накидом, 5 воздушных петель, столбик с накидом. Вот здесь это примерно в третью петлю воздушной цепочки я вяжу столбик без накида. Так связан третий ряд. Перехожу к вязанию четвертого ряда. Здесь я вяжу 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, столбик с накидом, столбик без накида предыдущего ряда. В цепочке нахожу третью воздушную петлю, вяжу столбик без накида. И здесь опять нахожу столбик без накида, вяжу в него столбик с накидом, 5 воздушных петель, столбик с накидом. Дальше столбик без накида. Тут уже видно узор, как образуются такие ячейки двойные. Кстати, неплохо этот узор будет смотреться, если связать его пряжей разного цвета. Например, 3 узора красным цветом, 3 узора белым цветом. Или еще какие-то подобрать цвета лиловый, с желтым, любые. Если вы будете вязать тонкой пряжей и тонким крючком, то получится сеточка гораздо меньше ячеистая. Вот, для сравнения, посмотрите, это пряжа Yarnard Jeans, а это вот Семеновская Ирина.
они все-таки отличаются. Надеюсь, вам понравился этот узорчик. Вяжите его вместе со мной. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.